Опричники Ивана Грозного вошли в легенды благодаря своей свирепости и фанатизму. Но как они жили? Как и из кого их набирали? Сколько им платили? Как вооружали? И вообще, какова была, например, их личная мотивация? Все ли они были палачами? И сколько людей в итоге они убили? Сегодня попробуем в этом разобраться. В 1565 году Иван Грозный создал невиданное войско, по сути, свою личную армию. Он набрал в эту армию преданных лично ему людей, не оглядываясь на иерархию, происхождение и связи. Эти люди мало напоминали обычный царский двор, скорее были похожи на духовный орден. В народе они были известны как государевы люди, а опричниками их назвали гораздо позже. К середине царствования отношения Ивана Грозного со старой аристократией были уже откровенно враждебными. Он безжалостно резал привилегии бояр и князей, а при необходимости и их самих. Шла затянувшаяся Ливонская война. Иван винил в неудачах своих приближенных, что вызывало при дворе понятную реакцию. Кто-то из придворных попал в опалу, кто-то, не дожидаясь кары, бежал, как, например, знаменитый князь Курбский, писавший Грозному длинные политические письма из Литвы. Все эти пострадавшие от царского гнева были связаны родством или дружбой с другими аристократами. И с каждым днем двор относился к царю все хуже и хуже. И тогда Иван Грозный совершил невиданный политический ход. Он уехал из столицы в подмосковную Александровскую слободу и оттуда публично обвинил бояр в расхищении казны, саботаже и уклонении от службы. По сути, он объявил войну аристократии. Отдельно подчеркивалось, что никаких претензий к простым людям у царя нет, а вот родовитые аристократы так его достали, что он вынужден отречься. В общем, посыл был понятный. Я-то царь хороший, народ у нас вообще замечательный, а вот бояре плохие. Народ все понял правильно и сообщил, что готов на все, даже перебить бояр, лишь бы царь вернулся. Этот маневр застал бояр врасплох. Общую линию поведения они согласовать не успели, да и при всем желании не могли между собой договориться, потому что были заняты дрязгами и интригами хуже любой «Игры престолов». На нижних ступеньках социальной лестницы люди были более единодушны. Одни искренне считали царя заступником, другие имели претензии к боярам, а кто-то понимал, что скоро освободится множество вакансий, а значит, намечается хорошая возможность подняться и сделать карьеру. Иван Грозный загнал бояр в угол, и им пришлось идти к царю на поклон. Царь продиктовал свои условия. Во-первых, боярам пришлось признать его право карать и миловать всех, кого он пожелает. Во-вторых, Иван выделил себе личный государев удел, так называемую опричнину. Этот удел занимал приличную часть страны, в него вошли даже некоторые районы Москвы. Ну а чтобы управлять новым делом и проводить политику на местах, был создан персональный государев двор, который и составил основу особой опричной гвардии. Основная задача у этой гвардии была одна – искоренять все, что царь посчитает предательством. Дальше последовало мероприятие, которое Грозный емко назвал перебором людишек. Царь и самые доверенные лица проводили допрос уездных дворян с территории, которая попала в опричнину. Всех их расспрашивали о происхождении, связях, причем не только собственных, но и, например, жены. Высокое происхождение и хорошие связи при этом считались не достоинством, а потенциальным компроматом. Основу опричнины составили худородные дворяне, преданные лично царю и не связанные со старой элитой. Представителей старой аристократии тоже хватало, но в основном отбирали таких персонажей, как легендарный Малюта Скуратов, который до опричнины был малозначительным служилым человеком. Государевы люди отлично понимали, что царь обеспечил им, как сейчас бы сказали, эффективный социальный лифт. Ценили это и всячески старались оправдать доверие. А опричная гвардия получила что-то вроде униформы, грубую и простую черную одежду. Отличительным знаком опричников были собачьи головы и метлы, прикрепленные к седлам коней, в знак того, что государевы люди должны грызть изменников как собаки и выметать измену как метла. Число опричников росло быстро, с нескольких сотен до примерно 5000 человек. Тех, кто
Не прошел кастинг, с опричной территории оперативно выселяли. Остальная часть страны, не принадлежавшая лично Грозному, получила название земщины. На земщину для содержания опричнины сразу наложили чрезвычайно. Опричного двора основали специальную резиденцию в районе современной улицы Воздвиженка в Москве. Дворец этот просуществовал недолго, его спалили крымские татары во время налета на Москву в 1571 году. Но место успело обрести дурную славу. Жестокость сочеталась у Грозного с искренней религиозностью, и жизнь опричников была устроена по образцу монашеского братства. Собственно, братьей опричников и называли. Их день начинался с утренней молитвы в церкви, причем в колокола мог звонить и сам царь. В распоряжении Ивана Грозного были лучшие певчие, а сам он был истинным знатоком церковной музыки. Пропускать службы не рекомендовалось. Парадоксально, но такое демонстративное благочестие не мешало опричникам устраивать разгульные пиры с огромным количеством мяса, хлеба и выпивки. На этих застольях царила атмосфера жестокой лихости и юмора, черного как кафтана опричников. Хорошим тоном считалось презрение к смерти и к страданиям, как к своим, так, конечно, и к чужим. Пиры эти сами по себе были делом довольно опасным. Иван Грозный вообще известен тем, что любил придуриваться в духе показного самоуничижения. Но люди, принимавшие эти ужимки за чистую монету, могли поплатиться довольно дорого, в том числе и головой. Пир вполне мог закончиться чьей-нибудь казнью, хотя и не обязательно. Чем опричники занимались, когда не молились и не пировали? Их основной задачей был политический террор. Под конец жизни Грозный велел составить так называемый синодик опальных, то есть список всех, кого велел казнить. Вошло в него примерно 3-4 тысячи человек, но составлялся он, в общем, на глазок, и многие жертвы там идут без имен, просто цифрой. Отделали, то есть убили. Стольких-то. Так что, скорее всего, реальное число казненных выше. Тем более, что опричники, по всем свидетельствам, любили злоупотребить служебным положением и достаточно часто отделывали кого-нибудь в частном порядке, чтобы завладеть имуществом. Истреблял Иван Васильевич в первую очередь тех, кого рассматривал как политических противников. Претендентов на престол, ну или в целом людей неприятных. Например, князь Александр Горбатый-Шуйский был обвинен в желании извести царя. Он был казнен вместе с сыном, обоих обезглавили. Более затейливо отделали боярина Ивана Челяднина, заподозренного в организации государственного переворота. Грозный велел боярину одеться царем, отбил ему земной поклон, а потом ударил ножом. Тело выбросили на свалку. Усадьбы Челяднина разграбили, а его родных истребили. Среди жертв опричников оказался даже митрополит Филипп Колычев. Он осуждал опричнину как явление, за что его задушил самый отмороженный из опричников Малют Скурат. По официальной версии, митрополит погиб от отравления угарным газом. Вообще, имя Малюта вселяло ужас и быстро стало синонимом опричнины. Реально его звали Григорием, а Малюта — это прозвище, причем никто не знает, откуда оно взялось. Версий много. То ли он был младшим сыном, то ли маленького роста, то ли у него была фирменная присказка «Малютя». Он был либо из захудалого шляхетского рода, либо вообще был безродным. В опричнине он тоже начинал с самых низов и дорос до начальника сыскного ведомства, занимавшегося всеми делами о государственной измене, благодаря своей полной отмороженности. Именно Малюта вел следствие по делу Владимира Старицкого, одного из последних удельных князей на Руси. Князь был очевидной целью, его считали слишком популярным и независимым. Малюта обвинил его в попытке отравить царя, а показания, яд и сумму денег, якобы полученную за подготовку отравления, выбил из придворного повара, которого на всякий случай убил еще до окончания следствия и казни Старицкого. Малюта был одним из инициаторов карательного похода на Новгород Великий, масштабного опричного мероприятия, устроенного после того, как доносчики сообщили, что архиепископ Новгородский и местные бояре мечтают переметнуться к Литве. Опричники окружили город и после недолгого следствия казнили 1500 человек, показавшимися им подозрительными. По легенде, после этого появилась поговорка «Не так страшен царь, как его Малюта». Интересно, что опричников запомнили в первую очередь как палачей, но все-таки они оставались служилыми людьми, военным сословием. Основную массу русского войска тех времен составляла поместная конница.
Схема была проста. Служишь – получаешь поместье, то есть земельный надел с крестьянами. На доходы покупаешь свое оружие, коня, снаряжение и припасы. Служилые люди были небогаты. На войну опричники, как и все остальные, ходили в стеганых и кольчужных доспехах с саблями и луком. Именно с войной связана карьера Дмитрия Хворостинина, одного из лучших опричных командиров, своего рода антипода Малюты Скуратова. Хворостинин в политику не лез и не замазался в казнях и грабежах. Зато он был неплохим командиром, и его основным занятием была защита южных рубежей государства от набегов крымского хана. Хворостинин был не слишком знатным, и опричнина дала ему возможность выдвинуться. Например, он на первых ролях участвовал в одной из самых важных битв русской истории – сражении при Молодях. В 1572 году из Крыма на Русь отправилось громадное войско во главе с ханом Девлет-Гиреем. Хан обнаглел настолько, что претендовал не на обычный набег за рабами, а на возобновление ига времен Золотой Орды, подо что получил финансирование у турецкого султана. Хворостинин был одним из двух командиров, которым было поручено остановить татар с помощью сборного войска из опричных и земских сил и отряда немецких наемников. Битву при Молодях Хворостинин выиграл, и разгром был такой, что погибло не только почти все ханское войско, но даже сын и внук крымского хана. Ну, то есть бывало и такое. Но по большей части опричники были солдатами не очень хорошими. Отбирали их не за военные способности, а за лояльность. И когда на войне начинали спрашивать, как с профессионалов, получалось не очень. Характерная карьера случилась у опричника Василия Тёмкина-Ростовского. В 1568 году он поехал в Соловецкий монастырь в поисках компромата на митрополита Филиппа. Монахов он колол долго и в конце концов, действуя угрозами, подкупом и пытками, нашел потенциального доносчика. Успех был отмечен. Тёмкин-Ростовский возвысился в опричной иерархии. Но в 1571 году, за год до битвы с татарами, ему пришлось командовать защитой Москвы от все того же хана. С этой задачей Тёмкин-Ростовский не справился вообще. Москва сгорела, а ордынцы угнали множество москвичей в рабство. Сгорел даже страшный опричный двор. По итогам этой обороны Тёмкина-Ростовского отправили на плаху вместе с единственным сыном. Но это было слабое утешение. Отменил Грозный опричнину так же внезапно, как и ввел. В 1570 году под следствие неожиданно попали фавориты Грозного, высокопоставленные опричники, отец и сын Басмановы, а также их коллега Афанасий Вяземский. Обвинили их ни много ни мало в попытке передать Литве Новгород и Псков, а также убить самого Ивана Грозного. Это был стандартный набор обвинений. Всего по этому делу собирались казнить до 300 человек, в основном опричников, но больше половины царь помиловал. Интересно, что обвиняемых сначала пароли до тех пор, пока они не передавали в казну имущество, награбленное за свою карьеру. Следствие вел непотопляемый Малюта, который лично отрезал ухо главному подозреваемому. Пострадали не только опричники. Например, стрелецкого главу Никиту Голохвастова посадили на бочку с порохом с мотивацией «пущай полетает». Никита к тому моменту уже принял монашество как форму добровольной опалы, но Грозный достал его из монастыря и заявил, что раз он такой благочестивый, то ему помогут взлететь как ангелу в небеса. Это была фактическая ликвидация опричнины. В 1572 году государевых людей распустили, и даже само слово «опричнина» запретили употреблять под страхом порки. Грозный наигрался в собачьи головы и к тому же понимал, что опричное войско стало слишком большим, неуправляемым и неконтролируемым. Пользы оно уже не приносило, а только дезорганизовывало государство. В военном смысле опричники показали себя провально. Скорее всего, под нож пошел бы и сам Малют Скуратов, но в 1573 году он очень удачно для себя погиб в бою со шведами, штурмуя крепость где-то на территории современной Эстонии. В истории опричнины есть еще один любопытный момент. На первый взгляд она кажется какой-то дикостью, не имеющей никаких аналогов, злой причудой сумасшедшего царя. А на второй оказывается, что это в общем европейская традиция. Естественный враг любого монарха, стремящегося к абсолютной власти, это не простой человек, а наоборот, высокородный аристократ, у которого есть деньги, связи и ресурсы для того, чтобы конкурировать с царем. И монархи многих западных стран, от Франции до Швеции, тоже старались опереться в борьбе со своими аристократами на крестьян, лавочников и дворян победней. Хотя, конечно, там обходилось без метел и собачьих голов.